Всем огромный привет! Я рада приветствовать вас на своем канале, и сегодня у нас будет очень классное, необычное видео, потому что я хочу совместить два видео в одном. Мы сегодня вместе с вами будем скрывать посылку, а также тестировать то, что в ней лежит. Забегу вперед и сразу хочу вам рассказать, что в данной посылке у меня лежат очень интересные нитки. Заказаны были они с сайта AliExpress. Я думаю, вы уже догадываетесь, о чем идет речь. Ну а прежде чем перейти к обзору, не забывайте нажать на красную кнопку под видео. Подписывайтесь на мой канал, чтобы быть в курсе новых и интересных мастер-классов. Ну а теперь поехали! Ну что, давайте распаковывать. И мне уже очень прям просто не терпится посмотреть, что же у меня пришло в моей посылке. Вот такая коробочка мне пришла. Коробочка. Нет, неправильно. Вот такая упаковка мне пришла. Запечатано все довольно плотно, добротно. Давайте откроем. И момент истины прям. Ого! Я заказала именно две упаковки. То есть, посмотрите, у меня здесь все цвета, которые можно заказать у данного продавца. Сейчас пока что отсвечивает, поэтому я упаковку буду снимать и показывать вам каждый цвет по отдельности, потому что идет очень большой засвет на камере. Вот, давайте посмотрим, что у нас сзади. Здесь написано, что это полиэстер и металлическая нить. И вот сами ниточки. Посмотрите, какие классные цвета. Пленка здесь идет липкая, поэтому, если что, всегда можно будет заново потом закрутить ниточки, чтобы они не пачкались. Далее у нас нежный такой красивый, немножко фиолетовый цвет отдает. Скорее всего, оттенок лаванды. Следующий оттенок у нас немножко коралловый или малиновый, не могу точно вам сказать, но на самом деле цвета, вот я сейчас смотрю на камере, они передаются более-менее такими же, как и в жизни. Далее красивый голубой оттенок. Далее идет у нас золотой цвет. Давайте сравним его с ниточками опал. Кстати, очень даже похоже, особенно, знаете, когда я брала намотку опал у меня и дополнительная нить металлизированная шла. Вот, кстати, вот этот цвет очень похож. Также здесь очень красивый изумрудный цвет. Давайте его открою, чтобы было понятно. Вы знаете, он немножко дуохромит, потому что здесь идет металлизированная нить с краплением с голубым каким-то оттенком. И если подобрать правильный бисер, то, я думаю, будет выглядеть изделие очень красиво. Теперь у нас идет вторая упаковка. Ух ты, здесь тоже очень интересный оттенок. Вот этот цвет, смотрите, какой красивый. Ух ты, какой глубокий, яркий цвет. И вот у него металлизированная нить идет красного оттенка. Далее идут несколько цветов. Вот этот у меня, скорее всего, немножко голубоватый, холодный оттенок. Вроде бы, казалось бы, вот так вот смотришь, вроде бы серебряный. Вот так смотришь, уже какой-то голубой кажется. Ну, то есть здесь несколько оттенков получается серебряного цвета. Зеленый цвет. Его можно хорошо сочетать, например, с вот таким оттенком. Получится очень красивые изумрудные серьги. Почему-то я сразу, кстати, увидела серьги. Не знаю, почему именно про них я сказала. И еще один цвет, который я вам не показала. Он тоже серебристый, но здесь идет вкрапление уже красный, зеленый. То есть, вы знаете, он такой немножко с переливами в разные оттенки. Его, в принципе, можно сочетать почти с любым цветом в данной палитре. Ну а также здесь есть еще вот такой вот интересный цвет. Это не совсем золото яркое, скорее всего, немножко приглушенный, потому что золото здесь намного ярче. То есть, посмотрите, всего у нас набор состоит из 12 оттенков. У нас здесь есть как и светлые, так и темные цвета. Здесь можно сочетать, причем несколько оттенков. Да, катушки небольшие, но для того, чтобы попробовать или сплести, например, какую-нибудь интересную пару сережек или даже, возможно, колье, этого вполне должно хватить. Особенно, если вы будете сочетать, например, два цвета, то вам вполне хватит этого набора. Хочу также отметить, что в бобинке у нас по 55 метров. Я думаю, что у многих возник вопрос, а где же заказать эти нитки и как это сделать? Во-первых, ссылка будет под видео в описании, заходите, смотрите, но прежде чем переходить, дослушайте эту информацию до конца, потому что для вас я приготовила небольшой бонус. Вы можете получить скидку при покупке 12 цветов, скидка будет в размере $2 по промокоду Ксения. Вот здесь вот сбоку я еще вам дополнительно его напишу, а также прикреплю вам видеообзор, как же сделать заказ. Посмотрите, для начала мы переходим на сайт AliExpress по ссылке, которая есть под видео. Далее выбираем 12 цветов.
Нажимаем кнопку «Купить» и переходим в корзину. После этого вот здесь вот сбоку, в образовавшемся пустом окошке, мы должны будем вписать большими латинскими буквами слово «Ксения». Посмотрите, нажимаем кнопку, и у нас внизу мы видим итог, что есть, да, скидка прошла, можно пользоваться. Хочу также отметить, что данный код будет действителен до 31 мая этого года, а также количество использований всего лишь 100 раз, поэтому успейте приобрести именно по скидке. Ну а теперь мы приступаем к тестированию ниток. Я решила показать это сразу в мастер-классе, поэтому, кому интересно, то оставайтесь и плетите вместе со мной. А особо внимательно, я думаю, уже успели заметить, что на мне сейчас уже как раз-таки готовое колье, и вы можете наблюдать, как оно выглядит. Вы знаете, когда я плела такое изделие, я очень переживала, что при носке оно будет мне колоться. Но вот я сейчас уже проносила целый вечер, и я его не ощущаю на себе, оно не колется, все очень замечательно. Ну что, сочетание ниток я выбрала, их намотала, но смотрите, с одним нюансом. Вы должны понимать, что так как это металлизированная нить, ее обязательно нужно использовать либо в 2 сложения, либо же нужно дополнительно вплетать какую-то еще одну нить. Вот посмотрите, давайте затестим, например, ее на разрыв. Вот я вот попробую сейчас нить разорвать. Я прикладываю достаточно большое усилие, чтобы вы понимали, я даже уже поранила себе немножко руку. Вот, видите, у меня очень впивается нитка, но я ее не смогла порвать. Посмотрим, вот, например, вторую катушку. Попробуем ее. Вот, смотрите, вот это уже эти ниточки, видимо, более тонкие, хотя вот зрительно я разницу не увидела. Смотрите, они, кстати, состоят из нескольких ниточек. Так что вот видите, какие-то цвета рвутся, какие-то нет. И давайте вот, например, я просто сравню. У меня также есть Мадейра. Но она, естественно, рвется вообще очень легко. Так что любую металлизированную нить по-хорошему нужно использовать в сложении с чем-либо. Так как я люблю использовать в последнее время мононить, я решила к бордовой вот этой нитке, потому что мне показалось, что она чуть тоньше, нежели вот эта фиолетовая. Я решила сюда добавить 0,15 мононить, ее здесь не видно, а также в дополнение добавить еще третью в цвет. У меня это обычные швейные нитки, вот посмотрите, они даже немножко махрятся, но в работе, кстати, это вообще никак не скажется, сразу оговорюсь. Чтобы толщина у меня была одинаковая, ко вторым ниточкам я добавила уже только обычную швейную нить в одно сложение, то есть у меня здесь 2 нитки. Почему такой разброс? Да потому что изначально вот эти нитки у меня чуть толще, нежели вот эти. Это все идет из-за разной толщины. Если вы хотите упростить свою работу, то просто берите одинаковые толщины, например, какой-нибудь капрон. Вот, например, у меня были похожие оттенки, но, к сожалению, к светлому цвету я не смогла ничего подобрать подходящего. Поэтому я вам просто покажу на примере. Вы должны взять одну нить, например, капрона, лавсана, полиэстера, все что угодно и все, что вам нравится. А вторую нить взять, например, как раз-таки металлизированную, и цвет, заметьте, в работе у вас никак не съестся. Он все равно будет у вас таким же блестящим и красивым. Я уже это попробовала в работе. У меня есть уже пробник. Цвет все равно остается таким же красивым. Поэтому смело можно добавлять все, что вам нравится. Начинаю работу я с завязывания узелка. После этого мы начинаем плести первое колечко. Я взяла цвет темный. Плетем первое кольцо по схеме 6 пико, 2 пико, 4. Пико делайте не слишком большими, они у нас соединительные. Вот смотрите, я сплела колечко и теперь очень легко его затягиваю. То есть вы видите, что у меня нитка вполне себе свободно скользит в самом колечке, и никаких сложностей при затягивании у меня нет. Вот она у нас такое маленькое получилось. Далее мы переворачиваем работу и начинаем плетение дуги. Плести мы ее будем из полных 13 узелков. Не забываем про хвостики, которые у нас также есть в работе, и мы их должны заправить сразу же в узелки.
Хорошенько затягиваем дугу, подтягиваем, переворачиваем работу, меняем челноки местами и начинаем плести следующее колечко, которое будет плестись по схеме 4 пико, 2 пико, 6. Но смотрите, после первых 4 узлов мы выполним соединение за пико от предыдущего колечка. Плетем первых 4 узла. После этого будем выполнять соединение за боковое пико на предыдущем колечке. Верхнее пико мы еще пока не трогаем. После этого плетем 2 полных узла, делаем небольшое соединительное пико и 6. Колечко затягиваем. Далее мы снова меняем челноки местами и теперь будем плести следующую дугу. Состоять дуга у нас будет из 15 полных узлов. Подтягиваем дугу. Далее снова меняем челноки местами и теперь будем плести трехлистник. Первое колечко плетем по схеме 6 пико, 2 пико, 6 пико, 3. После первых 6 узелков мы будем выполнять соединение за пико, которое у нас было на предыдущем кольце. Плетем 6. Далее выполняем соединение за предыдущее колечко, за пико, вот здесь. Плетем полных 2 узелка. Далее выполняем соединение за пико от первого колечка. Плетем снова 6 полных узлов, далее делаем пико и 3. Далее плетем следующее кольцо по схеме 3 пико, 9 пико, 9 пико, 3. Но смотрите, я сделала пико только ради того, чтобы вплести бисер. Но впоследствии я от этой идеи отказалась, решила показать именно, как схема у нас будет выглядеть без бисера. Поэтому я чуть видоизменяю сейчас колечко и плету 3 пико, 18 пико, 3. Поэтому если вдруг вы будете вплетать бисер, то пико оставляйте и просто вплетайте на нее бисер в том количестве, которое вы хотели бы. Если вы бисер не вплетаете, то плетите так же, как и я. Плетем первых 3 узелка. После этого делаем соединение за предыдущее колечко, за пико. Я буду плести 18 узлов полных. Пико 3. Колечко затягиваем. Вот смотрите, даже большое кольцо у меня в принципе достаточно легко затягивается. Далее плетем колечко по схеме 3 пико, 6 пико, 2 пико, 6. Но не забываем после первых 3 сплетенных узлов выполнить соединение за предыдущее колечко. Смотрите, я сплела 3 полных узла. Далее выполняю соединение за пико от предыдущего кольца. Аккуратно. После этого доплетаю 6 пико, 2 пико, 6. Колечко затягиваю. Кольцо у нас готово. Далее мы переворачиваем работу и будем плести дугу из 15 узелков.
Дуга сплетена, снова переворачиваем работу и будем плести колечко по схеме 6 пико, 2 пико, 4. После первых 6 сплетенных узелков мы будем выполнять соединение за пико от трехлистника, вот здесь. Начинаем плетение с первых 6 узлов. Выполняем соединение за пико от трехлистника бокового. Далее плетем 2 полных узла, делаем небольшое пико и доплетаем еще 4. Колечко затягиваем. Кстати, сразу хочу отметить, что плетение у меня получается довольно жестким, но я думаю, это еще и благодаря тому, что я все-таки использую мононить, вот особенно вот в этих вот темных колечках. Ну а так вообще само по себе плетение я бы не сказала, что изначально было каким-то мягким, потому что я пробовала плести вот такие пробники, и даже уже здесь я вижу, что в принципе кружево держит форму. Вот я его сгибаю, и все равно форма остается. Итак, далее мы переходим на плетение дуги, плетем первых 5 узелков, а далее мы будем плести кольцо на дуге, то есть ниточкой, которой мы плели дугу, мы сплетем колечко. Колечко у нас будет состоять из 8 пико 8. Колечко готово. Далее мы продолжаем плетение дуги и будем плести еще вторую половину из 5 узелков. Хорошенько подтягиваем дугу, переворачиваем работу и начинаем плетение следующего колечка. Плетем мы его по схеме 4 пико, 2 пико, 6. Плетем в начале первых 4 узла. После этого мы будем выполнять соединение за пико от вот этого колечка бокового. Далее плетем 2 узла. И соединяемся уже за пико вот от бокового кольца, от середины. Вот здесь вот мотив у нас. Доплетаем еще 6 узлов, колечко затягиваем. Итак, посмотрите на результат. Далее мы будем плести дугу. Дуга у нас будет состоять из 10 полных узлов. Причем, смотрите, дугу я буду плести из темно-бордовых нитей. Плетем 10 узлов. Далее мы будем выполнять соединение за пико от нижнего вот этого колечка. Посмотрите, вот за это пико. Аккуратно проходимся и выполняем соединение. Далее мы плетем еще 10 узлов, то есть у нас дуга продолжается. Ну что, дуга у нас полностью готова. Теперь мы будем плести кольцо на дуге.
Плетем его мы по схеме 6 пико, 2 пико, 4. Далее мы начинаем плетение дуги, но при этом мы должны поменять челноки местами. Дугу мы будем плести из полных 5 узлов. Плетем 5 узлов. Подтягиваем дугу. Теперь плетем кольцо на дуге. Плетем его по схеме 8 пико 8, но не забываем, что после первых 8 узлов мы выполним соединение за пико от вот этого предыдущего колечка, которое у нас находится напротив. Плетем первых 8 узелков. Далее будем выполнять соединение за пико, которое у нас здесь есть. Аккуратно выполняем соединение и доплетаем еще вторую половину колечка 8 узлов. Колечко затягиваем, и вот, пожалуйста, результат. Смотрите, у нас работа должна потихоньку начинать загибаться, потому что это все-таки мы плетем колье. И вот на пробнике это точно так же заметно, то, что работа у вас должна, вот видите, потихоньку закругляться. У меня здесь вега 40 в 2 сложения. Мы доплетаем вторую половину дуги, это еще 5 узлов. Теперь меняем челноки местами и плетем следующее колечко. Плетем его по схеме 4 пико, 2 пико, 6. Кстати, не забывайте выполнить соединение после первых 4 сплетенных узлов за пико от предыдущего колечка. Смотрите, у нас уже начинает мотив повторяться, то есть рисунок мы до конца уже с вами сплели. Так, плетем еще полных 2 узла после соединения. Делаем небольшое соединительное пико и 6. То есть далее у нас работа будет повторяться, и вы начнете плести дугу, как вот и здесь, из 15 полных узлов. Я не вижу смысла здесь, в принципе, показывать далее плетение, потому что оно не изменяется на протяжении всей длины колье. Хочу отметить, что длину колье вы можете регулировать сами, то есть как вам нравится. Я, скорее всего, буду плести средней длины. Кстати, если вам хочется, вы можете немножко разнообразить свое колье и сделать, например, серединку у него. И вплести вот в одно из центральных колечек какую-нибудь красивую большую бусину, либо дополнительно расшить работу. Ну что же, я к вам вернусь уже, когда у меня будет полностью готово колье. Что могу сказать по поводу ниток? Мне они понравились в работе. Необычное очень такое получается сочетание, как будто бы у меня здесь несколько оттенков фиолетового и серебристого вплетено. Вот этот красивый цвет, который очень интересный. Ну а теперь уже вернусь, когда у меня будет полностью готовое колье. Ну что же, мое колье полностью готово. Посмотрите, как оно выглядит. Единственное, я еще не успела сделать замочек, сделаю его чуть позже. Но вот, посмотрите, колье полностью оно закругляется. Видите, у него есть изгиб хороший, как раз таки то, что нам нужно. Ну а как оно выглядит в жизни, я еще отдельно покажу вам в видео.
Ну что же, вот такой интересный мастер-класс вы сегодня посмотрели. Я надеюсь, что он был интересным и полезным для вас. Не забывайте, пожалуйста, мне ставить пальчики вверх, а также подписывайтесь на мой канал, кнопка внизу в описании. И еще раз я хочу напомнить, что заказать данные ниточки вы сможете под видео по ссылке в описании. Не забывайте использовать мой промокод. А на сегодня я хочу попрощаться с вами. До новых встреч. Пока-пока.